Ну что, для многих актуальна тема отношений. Давайте посмотрим, как мужчину вообще в жизнь привлечь. Потому что я вот это наблюдаю, большое количество всякой разной информации, вся она разная, и хочется свое, да, найти. Будет такая, знаете, небольшая диагностика вас там, как вы входите в отношения, что видят мужчины, как привлечь мужчину. Такой, знаете, мини-магический сеанс на открытие дорог. А потом, в общем, дам еще ритуальчик один. Что такая добрая? Такая добрая, не к добру. Так, вы в этом все. Кто-то про себя точно, да, не хочет слышать, что я так опять голосом страдаю. Вы. Ну что, женщины, мои товарищи женщины, держитесь, потому что сейчас будет разнос, скорее всего, потому что я смотрю, что вы думаете про отношения. Поскольку у вас мужчины нет, как я понимаю, значит, что-то вы не то думаете. Вы. Вот я думаю, переворачивать вам карты или нет? Смотрите, в принципе, вы не в отшельнике, но просто у вас не разворачивается дальше, да? То есть они сливаться, могут. Допустим, там после первой близости или просто там завязался диалог какой-то, а он потом не продолжается. Ощущение, что что-то стопорится. Вот оно, колесо поехало, раз такой лежачий полицейский, все, и мы дальше как-то его не перешагиваем, да? Туз мечей, королева кубков. Не разрешайте себе быть любимой, да? Не разрешайте, скорее всего, миру показывать, как он вас любит. Или, кто-то сейчас скажет, да, я все даю сама себе. Поверьте, девочки, я тоже знаю таких прекрасных девочек, потому что я тоже ею являюсь. И все себе могу сама дать, абсолютно все. Это кайфово. Но когда тебе дает кто-то, это еще кайфовее, да? И вот вполне возможно, что мы миру не разрешаем себя любить именно через мужчин, окей? А наши отношения к мужчинам в целом, да, ко всем, просто всех под одну гребенку сейчас, недостаточно хороши. Недостаточно хороши, да, шестерка пентаклей перевернутая, там, нищеброды, я буду называть вещи своими именами, да, голодные студенты, альфонсы, женатики, которые сидят на двух стульях. Где нормальный? Нормальный-то где? Сейчас еще одну вытащу для смысла. Смысловой нагрузки максимальной. Я ж уже даже не стала, да, переворачивать карту, брать вот это в руки на ценность. Понятно, да. Вот все убеждения такое, да, что все типа хорошие, либо занятые, да, либо загажены. А давайте так. А кто вообще меня смотрит по большей части? Потому что мне хочется понять, кто же вы относительно вот этих королей пентаклей, на которых вы претендуете. Потому что практически все девчонки в комментариях, девчонки, вне зависимости от возраста, очень часто пишут о том, что где мой ресурсный-то? Где же вот это ресурсная? Я же такая ресурсная женщина вообще. Бабонька, я ресурсная такая. Спрашиваю, кто вы, да, когда я вся готова к отношениям-то. Вот она, 4 жезлов, посмотри. Все у меня при мне, скорее, может, дом там есть, знаешь, может, короче, готовая упакованная барышня, упакованная для отношений. Упакованная. Я посмотрю, кто же вас упаковал или чем вы там все упаковали. Потому что я как пионер, всегда готова, да. Стою у ресторана, и замуж не поздно, да, и помирать не собираюсь. Вы знаете, мои прекрасные, у вас есть одно такое женское проклятие. Сейчас многие напряглись, да, и там стали жечь черные свечи, избавляясь от проклятия. Это про то, что вам почему-то кажется, что вы постоянно недостаточно хороши. И вот, собственно, что бы вы ни делали, да, тут не идут дела, вот 8 пентаклей перевернутая, потому что где-то вы закопались в каком-то определенном амплуа, как вы себя видите, как вы себя представляете. Сейчас я посмотрю, как вы на свидание ходите, потому что вы здесь ходите, ходите. Вот, скорее всего, денежки научились зарабатывать по 8 пентаклей.
Или у вас какое-то убеждение, знаете, одно и то же, которое вы транслируете, вы пытаетесь продавить пространство, но вам не дает то, что вы хотите, вы опять пытаетесь, как барашек, это биться головой в дверь. Окей. Как проходит ваше свидание? Вам романтики не хватает, чувств или вот это ощущение внутренней какой-то неудовлетворенности, да, туз кубков? Туз кубков, но он перевернутый. Туз кубков, дьявол. Ясно. Мне примерно понятен типаж, который вы хотите. Это чтобы по голове, да, тюкнул топориком, взвалил как бы на спину и потащил в пещеру. Потому что 100% вы как будто сами очень часто принимаете решения по жизни, и хочется как бы возложить это все на мужчин. Но мужчины, которые, собственно, так готовы проявляться к вам, они проявляются еще к другим женщинам, а вы уже в конкуренцию там не пойдете. Ну, то есть, если он такой маскулинный, если он такой, тупенький, который вот не понимает, что он несет ответственность за то, что женщину уволок в пещеру, и вы, скорее всего, еще хотите, чтобы он интеллектуальный был, да, при этом. А тут не мэчится, понимаете, выбирайте либо норвежский дровосек, да, либо какой-нибудь ботан. А вы хотите, чтобы все и сразу было. Еще и денег, чтобы зарабатывал. Просто насмотрелись, скорее всего, сериалов, у вас какой-то, знаете, неудобоваримый для жизни типаж. Есть такое? Ну, смотрите, что мне выкидываете на свиданиях, да? Не торкает меня, не торкает, а я хочу, чтобы так торкнуло, чтобы просто разом бабочек в моем там животе реанимировать. Там, махаоны сдохли достаточно лет 10 назад, там, не знаю, последняя агония, да, сожженного крыла. А я хочу, чтобы встретил вот тот самый, который, значит, бабочек моих оживил. Хорошо, а что мужчины про вас-то думают? Давайте. Они не знают, что им думать, потому что явно вы их выбиваете из колеи. Вы, короче, транслируете историю «хочу во все тяжкие», «давай удиви меня, восхити меня», да, и заставь меня отказаться от моих ложных убеждений. Да, соответственно, да. Хорошая занятая девочка что-то ищет себе на помойке. А где вы знакомитесь обычно? На сайте знакомств и всяких питейных заведениях, судя по тузу кубков. Да? Ну, в принципе, вот мы попадаем на один и тот же сценарий. Почему мужчина в ваш адрес повешенный? Вот правда, либо вы его подвешиваете, либо он себя. Почему у вас не раскручивается дальше ситуация, связанная с вашими отношениями? По повешенному, что не видят там? Что-то не хватает. Что-то не хватает вас, да? Что-то не хватает. Я понимаю, почему. Потому что вы сами же транслируете, что вас что-то не хватает. Вот вы убедили себя, да, что если у вас не получается, не раскручиваются какие-то романы, мужчина там сливается, что это у вас что-то не так. Но, может быть, в какой-то момент вы подумали, что да ты мне что-то не очень подходишь. И они это чувствуют, да, они это чувствуют. А поскольку здесь есть такой момент, что я держу на расстоянии, вполне возможно, что ваше общение, оно правда начинается в интернете и связано с тем, что мужчина достаточно далеко, да. То есть мы сразу подсознательно выбираем партнеров, с кем сложно реализовать отношения, потому что они либо на расстоянии, либо еще какая бяка, да. Либо еще какая бяка и невозможность. Там нам интересно, и пострадать, и все, и был бы рядом, возможно, что-то завертелось бы. Чего не хватает вас-то? Чего не хватает? Да, девочки, все у вас хватает. Просто вы встречаете партнера, которым ему страшно идти в отношения. И всех женщин, которые будут ему встречаться на его пути, да, по перевернутому отшельнику он будет обесценивать, потому что он сам токсичный такой отшельник, он достаточно давно в себе, да, как-то. И, ему очень сложно что-то поменять в жизни. Бывает такое, что он даже в семье, но он настолько в себе запутался, потому что перевернутый отшельник – это об этом, что, знаете, ему сильно не до отношений. А вы как раз, видимо, да, встречаетесь на перекрестке судеб по большей части, где нужно принимать какое-то решение, а человек к этому не готов. И сливается именно по той причине, что ему нужно подумать, да. Объективно он говорит, чего-то мне не хватает, от чего не могу понять. От чего не могу понять. Сейчас я еще немножко покопаю. Что-то вы не додаете
чтобы к вам проявился интерес в полной мере, да, и мужчина был готов на действие. Что-то вы не додаете, давайте будем честны, что не додаете. Не додаете, знаете как, возможностей, потому что, по сути, белая карта – это отпустить ожидания человека и позволить этому миру, знаете, как о вас позаботиться. И поэтому, собственно, если человек нормальный, то как-то у вас все и разовьется. Вот так вот, понимаете, надо. А вы по 4 жезлов, и перевернутой 8 пентаклей, вы рисуете человеку, с которым общаетесь, определенный сценарий. И, соответственно, если он от этого сценария отклоняется, все, вы тут начинаете просто паниковать, внутренне раздражаться и так далее. Вот, и получается, что человек не может действовать или не хочет. Да и не хочет он идти по той дороге, которую вы уже выбрали. И он там как бы свечу не держал, если у вас раньше не получались отношения. А мы тут немножко проецируем. Нам-то кажется, что я вся такая роковуха, да, и, вызываю искру бури безумия, что он должен просто безоговорочно влюбиться, да, и видеть меня императрицей и пасть к моим ногам. Вот мы рисуем себе только такой сценарий. Но нам показывает по белой карте, что сценариев много, они вариативные. Если, например, человек не подходит вам на роль любовника или мужа, да, он вполне может быть другом, да, то есть может быть еще какой-то формат общения, а вы, скорее всего, загоняете его в рамки одного, понимаете, как быка в стойло загнали там, и все, да. И все, а он там не хочет находиться, он дикий. Понимаете, мустанг. Не мустанг, потому что я про лошадь сейчас. Понятно. Короче, вы сами не даете вариантов. Давайте, все же, что нам нужно делать, чтобы мужчину привлечь? Я же вам обещала еще небольшой ритуал. Делается он на красную свечу. И вообще все очень просто. Все очень просто. Здесь нужно прямо прописать райдер, но с намерением, что это должно быть максимально экологично, да? Не передавливая пространство. И при этом, допускать вариативность, да, то есть если в меню ресторана, нет жареной курицы, да, согласитесь на рыбу, на индейку, еще на что-то. Нет, я буду есть только жареную курицу. А там нет, понимаешь, жареной курицы. А ты сидишь и ждешь как дура. Понимаешь? А он вообще вегетарианский ресторан, ты понимаешь? Давай, совет. Справедливость. Паш Пентаклей. Давайте так, по справедливости относитесь к тем ресурсам, которые есть у этих мужчин, да. Не нужно, если он Паш Пентаклей, видеть в нем короля. Но если у тебя запрос на короля, какого хрена ты с Пажом Пентаклей общаешься, а потом обижаешься, понимаешь? Ты общаешься с официантом и обижаешься, что он не владелец ресторана. Это странно, правда, согласись? Да, и соизмеряй свои ресурсы все-таки. Ты реально королева Пентаклей, или все-таки у нас больше пажовая энергия, а ты себе льстишь? Давай по-честному. Давай так. Королева, конечно, Пентаклей-то, и классная это ты женщина, а потенциал-то уж у нас ни хрена-то не раскрыт. И поэтому эти пажики попадаются. Так что не нужно обманывать, что если тебе попадаются пажи, ты вся такая императрица. Когда же будет ресурсный, где-то у тебя не до конца открыт твой ресурс, да, чтобы встретить ресурсного, давай же будем честны. И ищешь ты ресурсного, чтобы он заполнил нехватку твоего ресурса. Уж извини за правду. Вот такая у нас история получается на привлечение мужчины. Все, с вами была я, ваша нейроведьма.